Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы в этом видео уделим внимание народным приметам на 8 июня. Поговорим о том, что можно делать в этот день по народному календарю, что ни в коем случае нельзя сделать, и на какие народные приметы стоит обязательно обратить свое внимание. Далее, друзья, все более подробно в этом видео. Итак, друзья, по народному календарю 8 июня этот день получил название Карпа Карполова. А вот православная церковь в этот день почитает апостола Карпа, ученика и спутника апостола Павла. Карп был известен как человек добродетельный, хотя, говорят, и принял мученическую смерть во время гонений христиан при римском императоре Нероне. По другим данным, он мирно умер в Берии. Название этого дня говорит само за себя. На Карпов день очень хорошо ловится карп, поэтому в старину люди всегда выходили на ловлю и приговаривали: на карпа карпы ловятся. В этот день еще приглашали в дом печника, чтобы проверить, а при нужде отремонтировать печь. Затем печника обязательно угощали караваем, а кусочек бросали за печку для того, чтобы задобрить домашнего духа домового. Если на 8 июня рыба в реке играет у поверхности воды, то это говорило к сырой погоде. Прилив реки к ясной погоде, отлив к осадкам. Комары роем летают, то это говорило о хорошей погоде. 8 июня обязательно нужно этот день постараться провести в мире и в согласии. При этом не только с родственниками, но и с близкими людьми. Также постарайтесь в этот день навести порядок и в своем гардеробе, в одежде и в доме. Таким образом, поможет обрести душевное спокойствие и умиротворение. Ну и, конечно же, нельзя ходить сегодня в грязной одежде и сидеть не в прибранном доме. В Карполов женщинам запрещалось ходить к водоемам и мочить там ноги, потому что считалось, что в этот день русалки могут закружить голову и унести в свое царство, сделав вечной прислугой. Как ни странно, но именно 8 июня нельзя есть рыбные блюда. В противном случае запросто можно подавиться костью или же получить пищевое отравление. Но, к счастью, есть исключение, и оно делается только для карпа. А еще 8 июня нельзя было выяснять отношения с родителями, даже когда они в чем-то не правы. Не следует проводить и пересадку цветов, но очень хорошо сегодня полить растения и взрыхлить вокруг них землю. В день карпа нельзя было поддаваться лени. Чем лучше вы сделаете свою работу в этот день, тем наши предки считали, что удачнее сложится дальнейшая жизнь. Поэтому трудитесь, не покладая рук. Ну и, наконец, в этот день лучше никому не напоминать о долгах, иначе вы испортите отношения с должником и рискуете вообще не получить своих денег обратно. По народным приметам, люди, которые родились 8 июня, и умеют обращаться с глиной и могут быть хорошими гончарными мастерами. Также те, кто родились в этот день, обязательно носите на себе рубин. Ну а в церкви в этот день чтут апостолов от 70 Карпа и Алфея. Карп был учеником апостола Павла, на пути распространения христианства являлся его спутником. И это упоминается во втором послании к Тимофею, что Павел оставил у него книги и Филонь. Вероятно, когда апостола задержали гонители христиан. Карпа знали как человека добродетельного. Благодаря своим высоким качествам святой стал первым епископом Берии Фракийской. По сведениям, которые остались из далекого прошлого, Карп с проповедью Евангелия посещал Крит, где встречался с христианским святым афинским мыслителем Дионисием Ареопагитом.
Версии о дальнейшей судьбе Карпа разнятся. По одной он скончался как мученик, по другой спокойно умер в Берии. По народным традициям на Руси в этот день следили за природой. Если у поверхности воды и рыба играла, то наши предки знали, что пойдут дожди, а это было хорошо для посевов. А если наблюдался прилив, то погода будет ясна, а если наблюдался отлив, то наши предки знали, что можно ждать осадков. Конечно же, в этот день наши предки гадали и по божьей коровке. Садили на руку и смотрели, как она себя поведет. Если она слетала с руки, то ждите солнечного денька. Если сидит спокойно, то погода останется такой же, а если поползет, то будет пасмурно. Также хозяйки в день Карпа проводили особый обряд, который помогал им избавиться от плохого запаха в посуде. Женщины выносили крынки для молока и горшки под куст цветущего шиповника и оставляли там на какое-то время. Иногда горшок ставили с молоком, чтобы то приобрело приятный аромат. В этот день желательно нужно было много работать для того, чтобы счастья в жизни было побольше. Также рекомендуем в этот день полить цветы, взрыхлить под ними грунт и убрать испортившиеся листья и стебельки. Также постарайтесь в этот день провести этот день в мире и согласии с близкими и родными. Также обращаем ваше внимание, что в этот день, 8 июня, запрещено брать или давать в долг, иначе это сулило обеим сторонам финансовые трудности. Также, чтобы избежать проблем с материальным положением, нельзя было быть и негостеприимным в этот день, что, впрочем, не означает, что нужно пускать на порог притворщиков. Конечно же, 8 июня, считали наши предки, бегать очень вредно. Человек тем самым пытается убежать от судьбы. Если вы регулярно занимаетесь пробежками, то исправить ситуацию будет нетрудно. При выходе на улицу посмотрите по сторонам, наверх, а затем вы можете начинать и бегать. Также 8 июня ни в коем случае не нужно лениться, но и много отдыхать. Важно провести этот день как можно более плодотворно, потому что это может повлиять благоприятно на ваши дела в будущем. Также обращаем ваше внимание, ни в коем случае никому не давайте деньги, даже если вас попросили на полчаса, потому что иначе вы можете привести в таком случае себя к финансовым проблемам. Также вы в этот день можете обидеть хозяина своего жилища домового, и тогда он начнет мелко мстить, прятать ваши вещи, выбивать из рук посуду и так далее. Поэтому, чтобы этого избежать, не нужно излишне тревожить дом и тщательно убираться. Ограничьтесь обязательно мытьем посуды. Также обращаем ваше внимание, что сны в эту ночь подскажут вам, как выйти из сложной жизненной ситуации. Особенно точны будут советы в сновидениях. Если, ложась спать, вы зададите конкретный вопрос, на который вы хотите получить ответ, то так и произойдет. Друзья, вот такие вот народные приметы у нас с вами на 8 июня. А теперь, друзья, у нас с вами лунный календарь на 8 июня. Так, друзья, по лунному календарю нас с вами ожидает 9 и 10 лунные дни, а растущая луна в знаке зодиака Весы. Не стоит сегодня опасаться, но вплотную приблизился один из самых неблагоприятных дней в лунном цикле. Он связан с периодом обольщений, иллюзий, обманов, искушений и отравлений. Вспомним того же Шекспира. 9-е лунные сутки сложны тем, что человек все еще переживает те трансформации, которые произошли с ним накануне.
Трудно смириться с новым положением вещей и своими новыми взглядами. Сомнения делают любого уязвимым в этот день, так что рекомендуется быть предельно внимательными и аккуратными с непроверенными связями и недоброжелателями, которые могут нанести удар в самое больное и незащищенное место. Не привыкнув к новой ситуации, можно легко поверить в обман, попасть в сеть иллюзий. Эти заблуждения впоследствии самым отрицательным образом могут сказаться и на карьере обманутого человека, и на его здоровье, и даже на личной жизни. Внешний мир сегодня будет атаковать плохими новостями, различными искушениями и не самыми положительными эмоциями. Раздражаясь на все эти волнения по малейшему поводу, можно проявить себя в этот день, к сожалению, не самой лучшей стороны. Если заранее настраивать сегодня себя на полосу неудач, то день таким и получится. Просто будьте настороже, контролируйте эмоции и не допускайте плохих мыслей. Только так можно спастись от негатива этого дня. Внимательный, детальный анализ всего, что будет сегодня происходить, поможет вам уберечься от враждебной энергии и избежать неверных решений. Если вам все-таки не удалось избежать неприятностей, отчаяния, злость, то и они будут плохими попутчиками. Принимайте все произошедшее максимально спокойно, помня о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Любая ошибка – это бесценный приобретенный опыт, который послужит вам неплохую службу в будущем. Обязательно исправьте тот негатив, который случился. Это позволит вам проявить вас с лучшей стороны себя. Вы знаете, бывает, что в этот день приходят дурные вести, поэтому постарайтесь не реагировать на них слишком эмоционально. Возникающие бурные эмоции можно утихомирить дыхательными упражнениями, а день следует все-таки провести спокойно в будничных делах и трудах. Не стоит начинать ничего нового, продолжайте делать то, что начали, или завершайте начатые дела. Романтический ужин тоже вполне может быть кстати, но только в том случае, если ваши отношения построены на взаимопонимании. Что же касательно стрижки волос, то постарайтесь не делать сегодня необдуманных поступков и не стригите волосы. Стрижка не принесет пользы и, скорее всего, ухудшит состояние кожи головы. Всерьез подумайте об отмене записи к своему парикмахеру, иначе этот визит может привести к серьезным заболеваниям. Сегодня без особого ущерба вы сможете позволить себе нарастить волосы, но только лишний раз удостоверьтесь в качестве волос. И вечером, чтобы снизить напряжение, поваляйтесь в расслабляющей ванной и не забудьте сделать питательную маску для волос и для своего лица. Окраска натуральными красителями отведет в сторону массу проблем. Сделайте сегодня прическу в виде нимба. Это активизирует вашего ангела-хранителя. Также в этот день остерегайтесь разлить молоко. Это не к добру. Реже смотрите сегодня и в зеркало. Не случайно, что именно в этот день родилась такая народная примета, как разбитые зеркала. Вот такой, друзья, у нас с вами день 8 июня по народным приметам и по лунному календарю. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной, нужной, интересной информации. Ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, увидите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Там много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации. Всех вам благ. Услышимся уже с вами, друзья, в следующем видео.